Ребята, всем привет! Здравствуйте! Мы отправляемся на выставку сегодня. Сегодня очень интересный вечер нас ждет. Едем на выставку к художнику, к Диме Малкову. Дима, привет тебе, знаю, будешь смотреть. Нас пригласили. Очень интересно. К тому же я являюсь почитателем творчества Дмитрия, искусства, современного искусства. У меня в коллекции около 10 работ, и многие из них появились у меня уже около 10 лет назад. Мне это интересно, и вот хочу с вами поделиться тоже такой медиа интерактивной информацией. Так что давайте погрузимся в мир современного искусства, друзья. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комменты. Я думаю, будет интересно. Возможно, не всем, но найдутся те, кто по достоинству оценит. Ну что, вот кофеек такой у нас, да? Да, заехали. Да, тут вот у немцев элеваторы были. Там порт Калининграда. Друзья, говорят, в этом здании ночью лифт сам по себе ездит. Призраки толкают его. На самом деле. Осенний Калининград, друзья. Тепло. Пахнет осенью, ребят. Прелыми плодами. Да, Лиса? Да, уже все. Но тепло не по-осеннему. Тепло, ну. Хорошо, давайте, знаете, как сделаем? Я сначала как бы выражу благодарность, а потом мы уже все начнем. А я хотел так, как бы, сначала вступление и так далее, еще. Что я говорю? Абсолютно. Человек испаряется. Он едет на велосипеде. Мы видим дорогу, какая-то девушка либо женщина едет, как бы. На самом деле это просто глюк. И из серии, да, у меня такая есть серия, у меня много таких глюков, я их собираю, как и мертвых птиц. Фотографии, я кому-то сказал. Да, рассказывала. И мы видим, что она катит свой велосипед на фоне кладбища. Я когда это увидел, я понял, что это просто шедевр. Она испаряется, и вот кладбище. Вот где мы все будем, друзья. Я здесь вам не про василечки или цветочки. Ладно, хорошо. А вы еще сюда да, короче, да, давайте побыстрее, потому что, наверное, очень мы затянули все это дело. Мы видим два персонажа, которые совершили акт Дюхаса. Мы потом здесь не это определенный такой, как его называют, хляст, да? Хляст. Нет, хляст, да, можно говорить. И по большому счету я нашел вот этот символ непостижимости. Непостижим. Есть такое понятие божественный мрак. На самом деле, когда мы говорим божественный мрак, это не мрак, а свет. Но мрак, как бы, он имеет черный цвет. Это то пространство, которое нам не дает. То есть, на самом деле, вот где бы я и что бы я ни сделал, я могу просто сделать этот хляст, и все, и это непостижимость. Ни для меня, ни для зрителя.
И я думаю, что это хорошая находка. И теперь, где, что бы вы не увидели, как бы, там, какой-то объект, какая-то картина, если вы увидите вот так отогнут, как бы хляст, это моя работа. Все. Она всегда со мной, она всегда в мастерской. Кто бывал у меня в мастерской, они знают. Я ее беру там на выставки, я ее брал в Москву, когда мы делали проект. Она везде со мной. Это разрушенная икона, но она абсолютно для меня живая. Абсолютно живая. То есть здесь, рядом с нами, Николай Чудотворец. Слава тебе и хвала. Вот. Теперь, я сейчас об этой тоже работе еще скажу. Вот эта работа называется, кто знает, что такое биш-баш-бош? Что? Не бишбармак. Ну тут есть хлястик. Хлястик есть здесь, говорю. Да, ну теперь везде будет. Кстати говоря, я, видите, сделал как бы вставки эти стальные, чтобы разделить это пространство. То есть что-то вмешивается в пространство картины. Картина имеет как бы несколько уровней, несколько слоев глубины. Ну, чтобы и это сбить, я подумал, что нужно и вот это как бы, вот этот ряд тоже как бы нарушить, сделать что-то неправильное. Поэтому я сделал такие ставки. Планировалось вообще вот как бы это... кстати говоря, очень плохо мы повесили. Вот здесь щель, мучись, но пока так. Вы не видите, все прекрасно. Ну немножко так, у меня все всегда криво получилось. Если мы общаемся, мы сразу как бы, все очень по-тонкому общаемся. Он скажет слово, я понимаю, я сказал слово, он понимает и так далее. Я не об этом хотел сказать. Короче говоря, там, допустим, долго с ним не общался, может быть год даже бывает. А он покачивает и снимает. Звонок. Да, бро, там, салам, все хорошо. Слушай, говорит, я сейчас лежу на кровати или там на диване, смотрю на твою работу. Я только сегодня понял, что значит вот этот кусочек. Знаете, он прямо как, он прям елей льет на сердце художника. Просто елей. Каждого и он на протяжении, он такой внимательный как бы зритель и такой чувственный как бы и зритель, и ценитель, и коллекционер, что ему хочется картину подарить. Маленькую вот такую. Честное слово, вот так работает искусство на самом деле. Вот так работает искусство. Искусство должно работать долго. Искусство нельзя объяснять долго. Для меня они тоже, ну на 50%, на 60% я их понимаю, но 40% я до конца как бы не могу постичь. И это очень здорово. Значит, они рожденные. Потом все посмотрите, поразмышляйте. Это дзёхансо, это или китайскую пословицу, и сделал ее японской. Коротко и понятно, чтобы это белый воротничок, который убегает, который совершает дзёхансо, убегает там. Видите, есть одно пространство, оно разорвано. Сейчас мы свободно где-то да. Но у него приключений не будет тоже. Поехали дальше. Так, это прочитайте и это вообще трилогия режиссера одного. Вы посмотрите обязательно этот фильм. Он очень старый, 90-х годов. Я думаю, что он как бы вас впечатлит. Посмотрите серию, это не серия теперь, запах детства, да. С купюрой. И работа «Сомнительная самонадеянность». Вот про вот этого персонажа. Вот наша сомнительная самонадеянность. И еще как бы видео. Вот здесь единственный как бы момент. Кстати, а вот некоторые из работ Дмитрия Малкова, которые в моей коллекции находятся. Некоторые уже и не первый десяток лет.
Вот это вот достаточно большая картина. Ну, соответственно, холст, масло. На ней уже следы времени даже. Потрескивание лака, легкая патина. Все как вы любите. А вот это 3 мысли и бриллиантовый глаз. Вот это вот картина Дмитрия 2016 года. Называется «5 пауков и русаков». Некоторые образы и символы открываются спустя несколько лет, когда смотришь. Ведь кто-то же скажет «мазня», а кто-то найдет глубокий смысл. Ну, вот это вот одна из первых картин, появившихся у меня. Хитрый бухарский каракурт называется. Тоже здесь очень много всего интересного занесено. Много символов, которые сразу, возможно, и не увидишь. Даже название картины. Но это все надо смотреть и не один год. А есть что-то и поближе к реальности. На нашу с вами одну из любимых тем — ловцы янтаря. Да, есть и такое. Вот такой легкий экскурс у нас с вами произошел, друзья, в мир искусства. Так что Дмитрию большое спасибо, огромный привет. Выставка очень понравилась. Вдохновила на размышления, как всегда. Надеюсь, и вы, дорогие зрители, развеялись вместе с нами. Всем желаю доброго здоровья, отличного настроения, мира, всего самого лучшего. До новых встреч. Всем пока.